She's going to make me sound good. Камера с экраном не связана. Нет, слушай, может, на экране что-то... A number of years ago, I had the... We worked out something where she could summarize some of the stories to save time. Мы решили, что я буду кратко излагать мысли главные. A number of years ago, I was visiting a speaker friend in British Columbia who had a place on the lake and got up really early in the morning, probably about as early as Lloyd and Alana do to get up and run and walk. And I walked out on the dock with a cup of coffee, and I was the first person up. In fact, nobody else was up on the lake. And I'm just standing there, you know how you are when you're first getting up in the morning and the sleep, you're cutting it out of your eyes, and just, just whatever, and just observing and listening, and you could hear some waterfowl over here, and maybe some wind coming through the trees. And I started noticing the water, which was like a mirror. It was smooth. And I kicked a pebble into the lake. And I had a couple sips of coffee, and I was watching the ripples as they went out and went out and went out. And I had another couple of sips of coffee, and I kicked another pebble and watched those ripples. And I watched as they started intersecting with each other and watching the patterns. And I made an observation. Когда-то я посетил своего друга, который жил в Британской Колумбии, у него был хороший дом на берегу озера, и вот в таком чудном месте рано встал, примерно так, как мой Борис или Алана Берг, который рано встает, чтобы пробежку сделать. Я вышел с чашечкой кофе к этому озеру, и благодатная тишина вокруг, только я с чашкой. И поверхность этого озера как зеркало. Ну, вы представляете, какой у тебя сонный вид, когда ты едва продрал глаза с чашкой кофе, но что-то заставляет тебя задуматься и настроиться на философский лад. И я толкнул один камешек в воду и посмотрел, как расходятся круги на воде. Потом другой пнул туда, в эту воду, и посмотрел, как эти круги начинают взаимодействовать друг с другом, создавая определенный рисунок, модель этих рисунков. И это наводит тебя уже на вот такую философскую наблюдательную волну. Ты начинаешь наблюдать. And the observation was, we can make ripples. In fact, we are ripples in terms of who we are and how we live. И вот суть моих наблюдений сводится к очень простой мысли философской. Мы, вот эти самые круги на воде, по сути, мы их, я в данном случае, и создаю. See, as leaders, we have that opportunity to create ripples that impact people that we don't even meet. Как лидеры, мы с вами в состоянии вот создавать такие круги на воде, которые будут оказывать влияние, воздействие на других людей, которые мы совсем этого и не замечаем. See, and we do make a difference. The choice we have is what kind of difference. И в этом-то вся и разница, потому что мы заставляем людей, так сказать, мы воздействуем на тот выбор, который потом предпринимается этими людьми. See, the fact that you have been involved and serving in Rotary does make a difference. И тот факт, что мы все с вами ротарианцы, и мы все служим, поставили служение превыше всего, тоже создает, вот, делает всю эту разницу в жизни. And I want to acknowledge you for that commitment of service. И я хочу вам выразить большую благодарность за то, что вы с такой самоотдачей служите обществу. Just in case nobody else has ever said thank you, I want to say thank you. На всякий случай, если никто еще до сих пор до меня не сказал вам здесь спасибо, я это делаю и говорю спасибо. As Lloyd mentioned, our Amanda was an exchange student in Scotland, and it definitely changed her life. Ллойд упомянул, что моя дочь Аманда в Шотландии была обменной студенткой, и это очень повлияло. Не могло не повлиять на ее жизнь. It made a difference in terms of who she became. Во-первых, это изменило ее будущее тем, кем она сейчас стала.
and what she does и чем она занимается, with her life. что она делает в жизни. And that inspires me. И это меня, в свой черед, просто вдохновляет. It was so much fun watching the youth exchange students walking across the stage here, and it was like the parade of badges and pins, and it brought back lots of good memories. Вы знаете, когда я видел парад флагов, парад обменных студентов, которые ходили здесь, вот, и видел все эти их эмблемы, все их, так сказать, значки на этих пиджаках, у меня вновь что-то здесь проснулось и заговорило. Вспомнил свою обменную студентку дочь. She is now 28 years old and teaching in Australia, Ей and she still 28. has her jacket. 28, она преподает в Австралии, и вот такой пиджак у нее до сих пор где-то стоит. And the difference between her and me is she can still fit in her jacket. И разница между ей и мной состоит в том, что она еще в состоянии носить, то есть он налезает. So that's another area for which you, as leaders, and I say that because each of you are leaders. И это еще раз, лишний раз подчеркивает, что это вы достигаете и достигли как лидеры, а вы воистину лидеры. Should take satisfaction. И вы должны чувствовать удовлетворение от этого факта. Being a leader can sometimes be very lonely. Вы знаете, быть лидером иногда означает обречь себя на одиночество. And there's a big difference between being a leader and being a boss. И очень большая разница между тем, что значит быть лидером и что значит быть боссом. And my personal perception on this is leadership is first personal. Мое восприятие того, что такое лидер и лидерство, оно означает для меня быть чем-то личностным, очень личностное. And then sometimes translates to positional. А иногда и через это лидерство мы себя позиционируем. Now I say that because many of you probably know people that have titles or labels. Вы знаете, у вас есть такие друзья, знакомые, которые любят показывать в кавычках разные ярлыки, названия, должности. But are not necessarily leaders. Но это совсем не значит, что они лидеры. And the other side of that story is there are a lot of people without the titles that are the leaders. И оборотная сторона. Есть очень много людей на другом конце континуума, которые не имеют этих титулов, и тем не менее они лидеры. I've had the privilege of traveling the world, sharing ideas and challenging audiences. Мне повезло, я очень много путешествую по свету, езжу везде, и я могу людям, так сказать, бросать вызов, ставить трудные задачи, делиться опытом. With this trip to Russia makes number 34. Вот считая эту поездку, уже у меня в России было таких 34. And the one thing that I have noticed that's consistent is there's always one person. И вот я заметила одну вещь, и она постоянно проходит красной нитью через все мои поездки. Всегда есть один человек, That's the go-to person in the organization. который именно вот тот человек, который личностно все через себя преломляет в этой организации. And it may not be the person with the title. И этим человеком может быть совсем не человек с должностями и титулами. And very often what I like to do is I like to find out who that person is and embarrass them by acknowledging them in front of their peers. Очень часто мне доставляет особую радость обнаружить в среде, в аудитории такого человека, ну и как-то выделить, поприветствовать. Он очень смущаться начинает. I got my start as a speaker in Toastmasters. Вы знаете, я начинал как, так сказать, тамада, с тостов производить, учиться вот этому мастерству с тостов тамады. Where I got a chance to practice on people who were actually wanting to listen. Это была своеобразная практика. Я практиковался на тех, кто хотел и желал слышать. And would lie to me and say, Bob, that was a great speech. Знаете, они мне врали в глаза, говорили: Боб, ты прекрасно сказал, выступил. Because they wanted to keep me in the club. Потому что они хотели, чтобы я оставался. But a couple of years ago, Toastmasters had their international conference in Calgary, Alberta. 2 года назад в Калгари, Альберта, провинция, состоялся, так сказать, съезд, конгресс вот таких вот церемоний мейстеров. And they invited me back to keynote their leadership luncheon.
Ну и меня пригласили на, так сказать, завтрак VIP-персон, которые были основными ключевыми ораторами. which was very much both a privilege and fun for me. Это, так сказать, обоюдоострая вещь. С одной стороны, это привилегия быть приглашенным, а с другой стороны, это масса удовольствия. There were some people in that audience who had made a major difference in both my growth and my life. В той аудитории находилось несколько людей, которые оказали на меня решающее влияние на то, кем я стал и как я родился. And I was able to share their stories and identify them and have them stand up to have, 1,000 people say thank you for me. И для меня большое удовольствие составило рассказывать примерно такие же истории, как я сейчас рассказываю, потом назвать этого конкретного человека, поднять его, и чтобы ему тысячная аудитория аплодировала. See, very often the people that make the biggest difference for us don't know they've made the difference. То есть, понимаете, вот те люди, которые оказали на нас решающее влияние, иногда даже не подозревают, что они это сделали. And I think it's important that we would take time in the busyness of what we're doing to acknowledge them and their contributions for us. И поэтому я считаю очень важно, чтобы мы находили время, если его у нас никогда нет, и благодарили как-то этих людей за то, что они это сделали, сами того организовали. And I want to acknowledge 3 people here as well. Хочу также Actually, a few more, but 3 for sure. поприветствовать, может быть, их здесь и больше, но 3 это точно человек в этой аудитории. I spoke at the Zone Institute in Edmonton last September. В сентябре прошлого года я выступал на институте зоны в Эдмонтоне. And Irina and Andre were there. Ирина и Андрей были на этой зоне. And I shared with them my desire to come someday and speak in Russia. И я поделился с ними своей мечтой, желанием приехать And they когда-нибудь. went back and talked to Governor Bill. Что они сделали? Вернувшись назад, они поговорили с губернатором Биллом, And here I am. и вот я здесь перед вами. And I thank these people for that. Вот он человек. See, very often people make a difference and they may not have even known that they have, but I wanted to make sure that they do. Понимаете, вот они все и создали для меня, сделали все возможное, чтобы я приехал, сами того об этом не подозревая. Я хочу, чтобы они признали это. So let's talk about leadership just a little. Несколько слов, кратко, что такое лидер и лидерство. I have, as I said, I have the opportunity of traveling the world, and very often I'm working with leaders who want to equip and motivate their teams to do better, to win, to grow. Я уже говорила, у меня есть возможность много ездить по свету, и очень часто я встречаюсь с такими людьми, лидерами, которые в своих командах хотят сделать все, так сказать, вооружить своих людей, своей команды, чтобы они были готовы к той жизни, которую предстоит. And in meeting and working with these people and research, I have developed what I call my 7 laws И вот of работая leadership. с такими людьми, я разработал то, что я назвал для себя 7 законов лидерства. Now, there's a handout that's being photocopied for you that has this, so we'll cover as many as we can in the time that we have. И есть раздаточный материал, он сейчас ксерокопируется. Но так как у нас время, мы ограничены временем, потом вам раздадут этот материал, вот эти 7 законов лидерства. Ну, пожалуйста. The first time In I... Russian or in English? Yeah, in English. Ну, вы догадываетесь. на Practice. So you'll have to find somebody that can read English and they can share. One of the things that's on the handout is a website Первое. Самое главное в этой раздатке – это веб-сайт, which I have created for you to give you access to an electronic copy of a book that we did called In the Company of Leaders. Я специально создал этот адрес, чтобы вы могли прийти на сайт и иметь доступ к книге также в электронном формате в компании с лидерами. We gave that book to everybody who came to the Zone Institute. Эта книга, эту книгу, покажите ее хотя бы так вот. Вот эта книжечка, получили все те, это очень маленькая, все те, кто приехал тогда на институт зоны в Эдмонтоне, она есть у Андрея. Irina is holding up a book called The Power of One, which is really what I believe the secret of leadership is. Вот
она держит и на передней, по-моему, страничке, это «Власть одного». И она считает, она это Ирина, что это действительно ценное послание. When people take personal responsibility for their actions in their lives, they become leaders. То есть, когда люди принимают на себя ответственность за свои действия в жизни, они действительно становятся лидерами. And they start ripples that impact lives around the world. И тогда от них расходятся вот эти, фигурально говоря, круги по воде, которые влияют на других. What we did in the company of leaders is I went to 40 people who are experts in leadership and asked them to contribute their wisdom to this book. Что я сделал? Я, выступая в аудитории из 40 вот таких лидеров, я попросил от них обратную связь, чтобы они мне поделились своим опытом, который мог потом войти вот в эту книгу. And I'm pleased to be able to give it to you once the handouts get here. И я рад буду вам дать вот этот раздаточный материал на сайте Rotary. So let's talk about the 7 laws. Итак, 7 законов лидерства. The first one is example. Первый из них – это пример. And there they are. Вот она говорит, почему. Yes, that would be perfect. Your timing is impeccable. Идеальное время, как нельзя лучше, можно раздавать. The first thing that I think people are looking for, and people who are real leaders, is they walk their talk. They walk their talk. They lead by example. Ну, когда мы говорим о лидерах и говорим, что вот это настоящие, это те, которые могут вести за собой своим словом и делом. And they're not afraid to step up. Они не боятся выходить вперед. Let me just ask you a quick question. How many of you have ever said to yourself or heard, somebody should do something about this? Вот признайтесь, поднимите руки из вас. Кто из вас слышал или относительно самого себя, или относительно кого-то других, когда мы с вами риторически воздеваем, что-то надо сделать, что-то надо предпринять вот относительно этого. Why doesn't somebody take care of this? Почему никто ничего не делает вот относительно этого? Слышали такие Have you ever вопросы? heard that even here in Russia? Yes. I mean, we hear that in North America a lot. Мы в Северной Америке часто слышим. В России мы тоже слышим такие же вопросы. Okay. Let me ask you a quick question. Turn to the person either beside you or behind you and look them right in the eyes. Что в этом случае вам следует сделать? Повернитесь к соседу, либо рядом, либо позади, и посмотрите ему прямо в глаза. And say with conviction, И с убеждением в голосе скажите: you're somebody. вот ты и есть тот самый человек. That's the secret of leadership. Вот это и есть секрет лидерства. If you see it, you can deal with it. Если вы видите это что-то, около чего-то надо сделать, вы это делаете. The real leaders don't wait for somebody else to clean up the mess. They step in and they make it happen. Настоящие лидеры не ждут, когда кто-то придет и начнет вокруг всякую грязь убирать. Они берут метлу и подметают. They're living who they are. И они живут эту жизнь, потому что они на самом деле такие. And their life is the example for people who watch. Их жизнь – это модель, это пример для тех, кто смотрит на них. They're not always walking around beating their chest saying, look at me, but they're doing what needs to be done. Есть и другая категория людей, которые бьют себя там в грудь, ходят вокруг. Мы не о них говорим здесь. They're willing to help wherever they can. А мы говорим о тех, которые готовы помочь тогда, когда они могут и это не могут. And they're not afraid to serve. И они не боятся служить. Which coincidentally is what Rotary is all about. Что уж так получается, как раз и есть девизом миссии Rotary. So you didn't know you were a leadership organization, Таким образом, мы с вами можем себя назвать организацией лидеров. which you are. Если мы даже этого не говорим, но тем не менее мы ими являемся. Because part of what you do is you challenge people to step up in their local communities and in their countries and in the world and make a difference. Почему-то, потому что именно мы с вами как бы своими действиями, поступками бросаем вызов людей на местах, в городах, в краях и вообще во всем мире, заставляя их следовать нашим путем. To be the example to the others in the world who need something or someone to follow. Таким образом, мы пример, за которым потом следует подражание. Second law Второй закон is communication. – это общение, это связь.
You will notice that people who are effective leaders are usually very effective in their communication. They're clear, they're concise, they're direct. Вы, наверное, отметили на себе, что лидеры, как правило, это очень умелые люди в плане общения. Они точны, они краткие, и они всегда идут к существу дела. And they're not afraid to tell you the truth И они не боятся говорить правду. or to find you when you come in late, Ну вот я опоздала, оштрафовали. even if you had a good reason. Даже если у тебя был хороший повод к этому опозданию. And I love that. И вот это мне и нравится. Actually, I love the fact they let me off with only 100 rubles. Вообще я рад, что меня так легко отпустили, сотни рублев отделался. But the day isn't over and I'm already getting to know Lloyd pretty good. Ну и должен сказать, что Ллойд очень хорошо справляется с своими He's the обязанностями. kind of person who inspires people to give. Если есть такие люди, как Ллойд, как пристав, которые вдохновляют, чтобы им отдавали деньги, это дорого стоит. As we learned at dinner last night, he's also a person who gives. Но, как я узнал за обедом вчера вечером, он также человек, который и отдает, не только берет. So he lives, he's walking his talk, he's living his example. То есть он как раз у нас и есть вот такой пример, ходячий пример, который служит. And he's not afraid to challenge other people to follow. Ну, я не знаю, но, наверное, за ним следует. See, another law for effective leadership is ability. Следующий, я считаю, третий закон, это ability for leadership. Oh, just ability. Don't get ahead of me. She's translating. She's trying to interpret for you, but that's good. I love it. But don't leave me. I'll follow. Yeah, that's the point. You will notice that leaders have ability, and it's not always, they have different abilities. Have you noticed that different leaders have different abilities? Следующий закон – это способности. Вы заметили, что у лидеров, вообще слово способности, лидеры обладают способностями и разными, не так ли? And I think this is the key. We tend to think, we put leaders on a pedestal or in certain categories and say, oh, you've got this particular ability, you should be a leader. When there's other people here that have abilities that are just as necessary to the organization that can take the leadership. Понимаете, бывают лидеры и лидеры. Есть какие-то лидеры, которых мы выдвигаем на пьедестал, начинаем им молиться, как фетиш. А есть и другие, которые обладают такими же, если не более разнообразными, но нужными для данного сообщества способностями, которые в нашей толпе, которых мы можем изучить. I think it's important to know what your skills and your expertise is and bring that to your leadership. Я думаю, вы должны знать, какими умениями, навыками, как ныне говорят, компетенциями вы обладаете, чтобы привносить их в свою организацию. And to be honest about what you can't do. И, наконец, если быть честным самим собой, что вы вообще можете делать. Because sometimes I have seen leaders struggling to try and do something that is outside their expertise. Потому что я имел возможность видеть, как лидеры из кожи вылезают, пытаясь что-то сделать, но это выше их головы, у них нет таких возможностей и способностей. When there are other people around them that could very easily step in and do that. А вокруг есть ходят массы людей, которые легко могут встать на их место и вот так легко это сделать. And when we do that, we deprive them of the opportunity of growth. И если мы будем вот так вот делать, не давать им возможности заслужить на это место, мы будем лишать их возможности роста потенциальных людей. See, positionally and I think personally, the leader's main job Я полагаю, что потенциально, в общем-то, и в соответствии с положением, основная работа лидера is to recognize, recruit, and train other leaders. – это распознавать, рекрутировать и обучать лидеров будущих. Because if you're doing everything and when you leave a black hole, you're not leading. Потому что если вы все, как говорят у нас, делаете на себя, все делаете за всех, когда вы ушли с этой позиции, вы оставили зияющую пустоту. The idea is that when you finish your role, whether it happens to be in Rotary or your work or career, there are other people ready to step in and take over and continue what you've done and make it better. Потому что главное это здесь мысль. Если по каким-то причинам вы отошли в сторону, прошли вперед, это место свято пустым не осталось. Заступили новые, которые понесли вашу идею дальше, глубже и глубже. Sometimes we forget that.
Иногда мы забываем об этом. See, when you're a leader, especially, we'll talk a little bit at this point about positional, where you have a role as a leader. Your job is not to do it. Вот иногда мы забываем основной момент. Если мы лидеры, наша основная работа — быть лидером. Мы не должны выполнять, бежать и выполнять всю работу сами. It's to get it done. Нужно сделать так, чтобы эта работа была выполнена. And you get it done by finding the right people and equipping them and motivating them and letting them do it and grow. Чтобы она была выполнена, вам нужно искать людей, нужно мотивировать. Нужно мотивировать их, нужно сделать так, чтобы они сделали эту работу. Another law of leadership is motivation. Еще очередной закон. Number 4 if you're counting. Окей, если ты читаешь 4, это мотивирование, мотивация людей. I think it's important that you know why you want to be a leader. Самое главное, вы должны сами давать себе отчет, почему вы хотите быть лидером. Because the people who would potentially follow you will want to know. Потому что те люди, которые потенциально хотели бы за вами последовать, обязательно хотели бы это узнать. And I'll give you a little secret. Раскрою секрет. Having the secret of wanting to be the boss isn't going to make it. И если, допустим, кто-то из вас хочет стать большим боссом, этот секрет ему не поможет. We don't live in that kind of a world anymore. Мы уже не живем в мире боссов. Все. And if you don't believe me, ask the Rotary students. А если вы не верите мне, спросите, задайте этот вопрос ротарианцам. They have a whole different mentality than we did growing up, and I like it. У них совсем другой менталитет по сравнению с тем, какой был у нас, когда мы росли, и это мне нравится. They will follow you if you weren't. Они последуют, они пойдут за вами, но для этого они должны быть уверены и обучаться. I'll give you a little tip of leadership. Here's a definition of leadership. Вот определение лидерства и лидера. If you look behind you and there's nobody there, you're not a leader. Если вы обернулись и увидели, что за вами никого нет, вы не лидер. If there's people there saying, where do we go next? Probably you are. Если за вами толпа, которая спрашивает, а что дальше будем делать, вероятно, вы лидер. Then your job is to direct them in the right path. И вот настоящий лидер — это направлять вот эту толпу в правильном духовном направлении. Another rule. Еще одно правило. Number 5. I'm just checking to make sure she's counting. Все, I mean, не I don't считаем, count. больше не считаем. Пятое. Is authority. And we're not. And when I say authority, I'm not talking about somebody who has positional authority over you. I'm talking about somebody who lives and acts and speaks with authority. Это слово английское authority. Это и властность, это и умение держать себя в рамках и твердо, и жестко. Это не просто командовать, но с чувством и с твердостью уметь сказать. Very often you will find people who are leaders who speak with authority, and when they speak, people listen. Очень часто вы можете встретить людей, которые говорят с убеждением, убежденно. And more importantly, people act. И их слушают. Но главное, чтобы прослушать их люди с таким же убеждением рассудили дальше. See, if you're speaking and you're hesitant and you're nervous and you're not sure, Если вы говорите, и при этом чувствуете какую-то неловкость, неудобство, как-то нервничаете во время, понимаете, как это бывает, the people you would wish to lead will be confused and will not follow you. то такую же вот атмосферу своих внутренних переживаний вы передадите аудитории. Вы их абсолютно запутаете, заморочите, и они не захотят за вами последовать. And the voice doesn't have to be loud. И голосу не надо быть громким. Very often the true leaders don't shout. Как правило, настоящие лидеры не кричат. They speak softly and people listen. Они говорят тихим голосом, спокойным голосом, но их слышат и реагируют. The next law Следующий закон. is strategy. Стратегия. Amazingly enough, if you're going to be a leader, people look at you and go, where are you going? What's your plan? Вы знаете, часто бывает, если вы лидер, за вами идут ваши последователи, они будут задавать вам вот те же самые вопросы. Где твоя стратегия? Где твои планы? It's a novel approach, I know, but it's nice to know where you're going if you're going to say, come with me.
Where are we going? I don't know, but we'll have fun on the way. Ну, вы можете представить себе такого лидера, которому задают вопрос, говорит, не знаю, куда мы идем, но идемте за мной, вяжемся в драку, а потом посмотрим. It's the same thing when you have a Rotary Club meeting or whatever. People like to have to know what's happening. Вот так же и в Rotary клубе. So you have a Американцы plan. хотят знать, что происходит, какие планы. It makes it easier for them to say, okay, where do I fit? Where are we going? Потому что они хотят знать, где ничего не соответствует, где их место в этой матрице. Seventh and probably most important Седьмой, наиболее важный, вероятно, закон. is the true leaders lead with love and compassion. Настоящие лидеры ведут и руководят с вами с любовью и сочувствием. They use heart and head to lead. Они одновременно запускают два механизма – сердце и разум. They believe and care about the people they lead. Они верят в то, куда идут, и заботятся о тех, кого они туда ведут. And the people they lead know they love. И люди, которых они ведут, знают, что о них заботятся. And when people know that you care about them and love them, И когда люди это чувствуют, что их любят и о них заботятся, they will follow you in. вот тогда они пойдут за вами в огонь. Your belief sometimes inspires their action. А ваше убеждение иногда вдохновляет их на действие. I've had that in my life in so many areas where people have believed in me and challenged me to step up and take a role. Я это знаю по собственному опыту. Люди, которые в меня верили, которые наоборот меня все время подталкивали выступить, пойти вперед в определенном направлении. And even though I was a little nervous, И несмотря на то, что я был, I trusted their judgment. я нервничал где-то, боясь. And I grew into what they saw. Я верил им. Я верил в то, что им советуют, и я шел в том направлении, куда они меня. So I think the key of leadership is to be able to look at the people around you that you would want to lead and see the potential. То есть, иными словами, ключ к лидерству – это умение посмотреть вокруг себя на людей, окружающих вас, и увидеть, на что они способны. To see the potential in them that they don't see. Увидеть потенциал, раскрыть его в этих людях. And to speak that truth. И честно сказать. And challenge them to step out. И, так сказать, бросить им вызов, поставить перед ними трудную задачу, чтобы они вышли вперед и стали тоже лидерами. And to step up and take leadership. Вот это и есть вот этот выход вперед, чтобы стали лидерами. My challenge for you as you continue the conference and as you go back to your various involvements in clubs and countries. Вот трудная задача, которую я бы перед вами поставил, после того, как вы вернетесь туда, где вы работаете, на свои места, города и веси, is to go back with a renewed commitment to being that leader who walks by example and who shows their love and это, inspires those who maybe need just a little inspiration. это вернуться обновленными, с новыми мыслями о том, что если я хочу стать лидером, то я должен вести людей с любовью и заботой о них и вдохновлять, вселять в них эту искру вдохновения и надежды, если они нуждаются. And I thank you for the opportunity of sharing a few words with you. Я благодарю вас за возможность, которую вы мне предоставили поделиться этой новостью с вами здесь и сейчас.